Девочки, всем доброе утро. Ой, всем добрый день. Я что-то совсем. Я уже 1,5 часа промотыляла с Жоркой на улице, прогуляла. Пришла в 12 домой, сейчас 12:30. Обед вроде как, да, а не доброе утро. Но я не хочу обедать. Я не хочу обедать, я себе заварила чай. У вас такое бывает? Вот не хочется обедать. И думаю, пока я сейчас... У меня были, конечно, другие планы. В общем, сейчас пожарю печенку куриную. Хотя и говорят, что печень не полезна куриная. В ней огромная концентрация антибиотиков. Кто его знает? Я не знаю. Сейчас вам расскажу. Вчера у меня был поход к кардиологу, девчонки. И про погоду. В Одессе солнечно. Но девочки обещают... Не знаю, куда вас поставить. Вот так. Чтобы свет с окна был. Обещают на выходных дождики. Короче говоря, сегодня прям мы с Журкой выходили около 10 утра. Было около 10 градусов тепла. Сейчас стало еще, девочки, теплее. Так что я уменьшила, а она перестала жарить. Это я помыла печень, и сейчас я ее режу на кусочки, ложу на сковородочку, на разогретую, на маслице. И лучок сейчас тоже туда порежу полукольцами и добавлю. Девочки, короче говоря, вчера дождалась наконец-то я своей записи к кардиологу. Доктор прекрасный, я ее давно знаю. Была у нее в поликлинике, а это у нее запись, девчонки. Я пыталась записаться в середине марта, числа 12-го. Звонила в поликлинику, запись 14 апреля. А потом она уходит в отпуск. В общем, я нашла ее в частной клинике. Ну, что я вам скажу? Она мне сразу сделала кардиограмму. Я с чем пришла к ней? Я говорю, вы знаете, я как-то, ну вот, решила на весну проверить свое сердечко. У меня была аритмия. Ну, она никуда не делась, аритмия. Просто я ее держу бета-блокаторами. Ну, дело в том, что надо периодически приходить к профильному специалисту. И я вот это ж решила, а потом думаю, ну ладно, так как я не могу к ней записаться, пойду я в Эндосану. Там проконсультируюсь у кардиолога. Если там ничего страшного нет, то ничего страшного нет. Я вам рассказывала, что я пришла в Эндосану, мне сделали кардиограмму, сделали описание. Описание делал доктор, который терапевт, дистанционно. И ничего там такого у меня не увидел. Признаков написал доктор в заключении. Признаков ишемической болезни сердца нет. Я довольная и воодушевленная сидела, ждала прием кардиологов. Но кардиолог, молодая девушка, взяв эту кардиограмму в руки, посмотрела на нее, говорит, у вас тут ишемия. И давай меня там на обследование вот этих сосудов сердца с контрастом, статины, лекарства. Короче, грузанула меня, я такая обалдевшая. Ну, она меня спрашивала, у меня вот бывает, что я не то что задыхаюсь, а просто если сильно высокий темп, я там иду куда-то, спешу, и я через какой-то промежуток времени, я начинаю вот так плохо себя чувствовать. И она на основании вот этого всего, и там что-то она увидела на кардиограмме, она мне вот выставила стенокардию, поставила. Как она называется? Стенокардия. Какая-то там стенокардия. И говорит, срочно делайте обследование. Дала мне номер телефона доктора-хирурга, который делает это обследование в областной больнице. Я думаю, так, стоп, нужно еще одно мнение. Пойду-ка, думаю, к своему врачу все-таки запишусь, попаду, и пускай она посмотрит,
снимет кардиограмму и расскажу ей ситуацию. Вот это ж я вчера пришла, она мне сняла кардиограмму. Я ей сначала не показывала ту, которая двухнедельной давности у меня. И потом уже она мне посмотрела, говорит, там точно нету этого? Она говорит, нет никакой стенокардии. Я ей уже показала, говорю, ну вот, мне вот тут 2 недели назад вот так и так. Она говорит, что это там как-то перо, которое делает кардиограмму, может там... Она говорит, так бывает. Там какая-то линия куда-то не туда показывает. Что-то там перо не так рисует. Короче, девочки, увидела сразу, что желудок не ахти. Кардиограмма, кстати, это показывает, если у вас больной желудок. Ну, в общем-то, показала, а я же уже после того, как мне вот эта стенокардия, статины выписала, но я не пила их, конечно же, не принимала. Не начинала принимать, тем более мне доктор в Индосане выписала их. Хотя я ей говорила, что у меня плохо с желудком, она мне выписала их, такой препарат, который с аспирином. Это очень такой, для желудочников это опасный препарат. Девочки, это я лучок режу. Ну, короче говоря, в общем, я вчера показала, а я же побежала, сделала липидный профиль себе и мужу, липидограмму. Девочки там мне писали в комментариях, что, чтобы я позвонила, они мне расскажут, что куда, кто с этим сталкивался уже. Девчонки, спасибо вам огромное, я ж к врачу сходила. И сколько я прочитала, и сколько я посмотрела видео, мама дорогая. Тут как начнешь углубляться, тут уже вообще, ну в интернете, конечно, насчет статинов столько за и столько против, что там голова аж кругом идет. Но дело не в том, дело в том, что я же такая смотрю, у меня холестерин нормальный более-менее, показатели, в общем, там, кроме одного, который немножко не дотягивает, хороший холестерин, он у меня получается 1,54, а отсутствие рисков сердечно-сосудистых, когда, по-моему, больше, чем 1,55. У меня как бы есть вероятность небольшая сердечно-сосудистого риска. Ну, я думаю, ну, это вот. Нормально. Нормально, все хорошо. Ну и, короче, в итоге плохой холестерин у меня вроде тоже в пределах, относительно в пределах нормы. Что у меня нож какой-то тут. Ну, не светится серым цветом, там, красным, зеленым, каким-то там желтым в анализах. Ну, доктор говорит, он у вас завышен, плохой холестерин. По вашим, короче, возрастным показателям, в вашем возрасте он должен быть не больше 2. Ось. Есть куда стремиться. И, конечно же, она настаивает на приеме статина в небольшой дозе. Девочки, я еще никак не решусь на это. Я вчера с ней, ну не то, что спорила, а так предметно разговаривала. Она говорит, что это все вот это вот, все боятся, все не понимают механизма. Короче, девочки, не хочется иметь побочки. Не знаю. У нас как вот протоколы напишут медицинские, и вот они все и назначают, и терапевты, все. Я еще посмотрю, смогу ли я своими силами этот показатель уменьшить. Если мне это удастся, хотя питание очень незначительно влияет на показатели холестерина, оно влияет, но не в такой степени, как хотелось бы. Да? Надо двигаться. Вот мы с Жоркой сегодня, девочки, двигались, потому что Жорка, я так смотрю, перестает свои дела делать дома на пеленочке. И я сегодня утром встала, со вчерашнего вечера пеленочка чистенькая. И я себе расселась такая, кофеек попиваю, завтракаю. А Жорка ходит вокруг меня кругами и уже так подвывает, типа. А я думаю, что ж такое? А он в туалет хочет. И я как схватилась и бегом. Я думала, мы часов в 11, как обычно, выйдем.
10:30. Я поделаю свои дела в плане готовки, уборки. Какой там? Бегом. Ну, он, правда, поел. Обычно он, когда ел, он сразу шел на пеленочку всегда. А это нет. Короче, я так понимаю, парень растет и начинает уже понимать, что это все дело надо делать на улице. Ну, в общем, я за Жорку, за игрушки, за мячики. Бегом, бегом, вот так протерла 2 глаза. Спортивные костюмы на улицу. И получилось, что мы 1,5 часа девочки мотыляли. Сейчас вот даже мне интересно посмотреть, что у меня на шагомере сегодня. У меня давно установлен шагомер, но я не часто смотрю, что я там шагаю. Бывает, вообще не смотрю. Вчера я нашагала, по-моему, 7 с лишним тысяч, почти 8. У этого шагомера вот сильно, знаете что, тот, который я установила, он бесплатный и постоянно вот эта реклама бесконечная. Так, что там моя печеночка? Моя печеночка жарится, томится на сковородочке, девочки. Сейчас я ее накрою, надо специи добавить. Чуть позже ее подсолю, чтобы она осталась мягенькая, надо в конце солить. Так, ой, запахло уже так. И лук тут везде. Ну что? Давай. Рекламу он мне. В общем, какой-то ужас. Пока он мне все рекламы не покажет, что-то он еще и завис. Вот захотела посмотреть, что у меня там происходит, а он взял и завис. Надо другой поставить. А, нет, о. У меня вот за вчера звездочка, видите, а за сегодня у меня за 1,5 часа 2871 шаг. А сколько у меня вчера было, девочки? Что-то он как-то... 7214 шагов у меня было. У кого есть вот эта дорожка, те могут дома нахаживать себе шаги по 20 тысяч. Включил себе темпы, тын-тын-тын-тын, и идешь. Очень полезно. Если бы у меня была еще одна комната, я бы туда поставила дорожку. А так как она занимает достаточно большое количество пространства, то как-то не очень. В общем, девочки, погода замечательная. Просто вау. Муж по работе сегодня был в море. Прислал мне фоточку, как там хорошо. Штиль. Вообще. Мне прям так захотелось на море. Прям вообще. Но это ж надо, я машину не вожу, надо туда ехать. Добираться. Ну, у нас есть вариант доехать до Ривьеры, но потом спускаться слишком долго пешочком. Слишком долго. Хотя люди так и делают. Приезжают на бесплатном автобусе, либо на маршрутке, потом идут пешком. Девочки, прощайте тортики, прощайте пироженки, прощайте сладкая жизнь, прощай сладкая жизнь. Надо привести в норму холестерин, если мне это поможет больше двигаться. Ну и вот эту добавку я пью, не знаю, поможет, не поможет. Посмотрим. Сколько я пью уже лецитин? Где-то больше 2 месяцев. Вот я еще пару месяцев попью, не буду есть вредного. Ну, тут что не возьми, все вредное. Везде вот эта пальмовая олея бесконечно. И посмотрю потом еще раз, сделаю липидограмму, посмотрю, выходит у меня или нет с этим бороться. Девочки, мы вчера были в гостях у тети мужа, и нас так вкусно угощали. Девчонки следят за питанием. Наша кузина и мама ее в рукаве филе, ну, куриное, можно индюшатину. Вот я люблю индюшатину, можно индюшатину.
и микс из овощей. Вот можно из заморозки взять только не мелкие вот эти овощи, а крупные, там брокколи, цветную капусту, морковочку, кабачок, если есть, либо купить по отдельности. Это все немножко маринуем, ну не в майонезе, масло, там что, оливковое, ну подсолнечное, оливковое лучше, конечно, в живые салаты. Подсолнечное масло, специи, лимончика можно немножко, в общем, подмариновать мяско, потом это все в рукав вместе с кусочками филе и в духовочку. Вкусно, вообще никакой картошки не надо, ничего, получается запеченные овощи с курочкой, очень вкусно, мне очень понравилось, и не жирно, и питательно, и полезно. Так что я планирую на днях тоже сделать. Насчет рыбы, они, говорят, так делали рыбу с овощами, но, говорят, рыбу лучше на подушечке делать. Потому что, говорит, рыба быстро готовится, и потом ты этот рукав открываешь, там не рыба, а, ну, она распадается быстро. У нее время приготовления аж быстрее, как бы получается, в закрытом таком вот рукаве, оно время меньше приготовления. Скорейше, быстрейше. Короче говоря, мне понравилось. Я сейчас потушу печеночку на маленьком огне с лучком. И я ее не жарила, я ее просто тушу вот в собственном соку. И даже лук я не жарила. Я просто на сковородке маслица подогрела, печеночку положила и сразу же лучок, и это все крышкой накрыла. Будет вкусненько. Можно положить еще столовую ложечку сметанки. 15-20, можно даже 10%, чтобы получился такой соус. Кстати, можно так сделать. Ну, это если получается ложишь сметану, надо сразу съесть. А я не думаю, что мы сразу это съедим, потому что не все любят у меня печенку, поэтому я не буду добавлять. И на гарнир что-то придумаю. Ой, я хотела на днях сварить винегрет. Но что-то у меня руки не дошли до винегрета. Винегрет надо к рыбе. Вот с рыбой винегрет неплохо. С жареной, ну, с запеченной. Надо от жареного уходить, с запеченной. Ой, сейчас такая кухня, сейчас можно на любой вариант диеты, на любое питание, можно там столько рецептов вообще. Сейчас новая фишка, все аэрогриль покупают. Быстро, вкусно. У нас многие знакомые аэрогриль приобрели. И там себя балуют на разные вообще направления. И на мясные, и на овощные, и на рыбные. Как у вас дела обстоят? Вы как любите? Отварное, жареное? Ну, я знаю, мы все любим жареное, но это не полезно. Увы, ах. Лучше жареное на запеченное поменять. Правда? Сейчас чай попью и пойду куплю себе авокадо. У меня рыба закончилась соленая. Я люблю на бутерброд ее. Здесь сегодня без бутерброда рыбного с утра. Катастрофа. Все, чай заварился. Сейчас сделаю бутербродик. Попью и побегу. Девочки, будете смеяться. Мой бутерброд к чаю. Кусочек бородинского хлеба, руккола, шпинат и кусочек языка. Ну, правда, свиного, но все равно. И сладкий чай. Но я не сильно буду сладить. 2 ложечки сахара. Много, да? Ну, хай буде. Я так обожаю просто вот рукколу. Обожаю. Как можно такое с чаем? Хочется. Руккола. Класс. Никогда не думала, что мне будет так нравиться в какой-то момент руккола. Ну, во. Ну, такой привкус прикольный. Жора, тебе нельзя такое. А мне? А мне? Не, Жорочка, свининку мы тебе не даем. Только немножечко индюшиного филе.
Девочки, Жорку записала на субботу на УЗД. УЗИ, короче, УЗИ сердца. Нам же надо начинать уже думать про стерилизацию, про вот эти зубы надо вырвать. Мне сказали, что у нас могут не в нашей клинике, куда мы ходим, а там другой ветеринарке. Там девочки 6 зубов мальтипухи свои вырывали, делали местную анестезию, и без всякого там УЗИ сердца, без всякого общего наркоза. Но мы просто хотим стерилизовать его, потому что он кастрировать. Он просто уже, вижу, нервничает. Ужас. Вчера с игрушкой такое вытворял тут дома. И мы начали, ну, мы тоже к нему что-то подходишь, хочешь его погладить, он с этой игрушкой сидит, со своим осьминогом, и кидается, прям рычит, вот в момент, когда он занят. И, в общем-то, надо что-то с этим делать. Девочки правильно говорили. Плюс уменьшение рисков вот этих всех онкологических для собак. Ну, так говорят, что снижаются риски всяких образования, всяких опухолей впоследствии. Поэтому надо сделать УЗИ сердца, посмотреть, что там происходит. И потом уже все это делать общий наркоз и вырывать сразу и зубы, и производить кастрацию. Он услышал и убежал. Жалко, конечно. Но надо. Он такой беспокойный, на прогулке он беспокойный. Я думала, это попозже начнется. Девочки, скупилась на дорожке. И все равно надо ВТБ. Я теперь со всем этим добром сейчас в камеру хранения все положу. И потом зайду. Так, надеюсь, что всю мою вкуснятину не сопруть. Я взяла на дорожке по 50 гривен авокадо. Здесь, в принципе, точно так же. Парочка 109, а есть вообще по 30 с чем-то. Так что так. Я, девочки, взяла рыбки кусочек. Немножко уцененная. 180 грамм, 211 гривен. И взяла баночку Вереса. Хочу все-таки винегрет сделать. Девочки, в принципе, что на дорожке у нас цены. Что в АТБ. Киви точно так же 120 гривен килограмм, что в АТБ, что на дорожке. Бананы немножко на дорожке я дешевле взяла, ну за 65, но правда доли. Здесь какие-то другие по 69. Авокадо тоже, в принципе, плюс-минус такая же цена. Ой, ветрено у нас сегодня вообще. Так что, в принципе, можно было идти в этот самый в АТБ и все это купить. А я, получается, на дорожке купила, потом пошла в АТБ. Ой, мне надо в Волну сюда еще зайти, мне надо Костика, девочки, но не сейчас. Думаю, может, через пару недель уже совсем потеплеет. На плавание записать в бассейн. Хватит балду гонять. Я не знаю, как там сейчас обстановка в плане подогрева воды. Потому что, когда были перебои со светом, то, конечно же, я его не записывала. Думаю, ну, света нет, вода, как ее подогреть? Генератор, думаю, не потянет. Ну, в общем-то, надо решить этот вопрос. Нужна физнагрузка. Целый день сидят возле компьютера. Выгоняю на улицу, иду с друзьями гулять, смотрю, сидят как бабушки на лавочке. И что это такое? Ну, это ерунда получается. И постоянно булочку хочу булочку, хочу пирожок. Я говорю, хватит уже, говорю, есть вот это все булки, все эти пирожки. Говорю, ты что? Это, говорю, очень-очень негативно повлияет на твое здоровье. И так я вижу, что есть излишний вес. У нас на той стороне, вот я перехожу дорогу, был ресторан. А сейчас какие-то вот магазинчики, павильоны выстроили. Не знаю, что там будет. Наверное, опять Аврора, что-нибудь такое. Вот такое вот строение. 3
даже 4. Раз, два, три. На 4 магазина. Я, честно говоря, думала, будет что-то другое. Но опять магазинчики. Ну ладно. Где Грант? Аренда. Ой, что-то делают. Вау! Самый хороший плюс, что нам сделали такую широкую дорожку здесь. Не будем пачкать ножки. Сделали вот этот магазинчик. Магазинчики эти сделали нам тротуар. Ох, девчонки, я, наверное, намотала сегодня шагомеров. Шагомер, наверное, зашкаливает уже. Радуется за меня. Вечером будут овации в мою честь. Обычно, когда больше, чем надо шагов, больше нормы. Ну, не больше нормы, а больше, чем обычно. Сразу показывает такой, знаете, фейерверк. Я всегда это самое улыбаюсь. Говорю, о, наконец-то протряслась. Девочки, мы гуляли утром с пудельком. Хозяйка у него приятная такая, Ирина. А пуделя звать Ваня. Мы Жорик. У нас Жорик, у них Ваня. Так она говорит, мы 3 раза гуляем. Сейчас иду, смотрю, она опять с ним гуляет. Вот только пару часов назад мы гуляли, она опять гуляет. Ну, знаете, как пенсионерам. Что делать? Свежим воздухом дышит себе, да и все. И, короче говоря, она, получается, на час, на полтора домой заходит. Ну, потом опять с ним выходит. Не, ну а мой, честно говоря, после прогулки я его так погоняла с мячиком, с палочкой. И он сейчас отдыхает. Ну, толком не кушал, там буквально 2 зернышка клюнул. И улегся спать. Даже меня не провожал. А вечером опять пойдем. Часов 5-6. Не знаю, соседи меня спрашивали, у нас под нами сосед, у них уже пожилая Люська. Такса, он говорит, сколько раз ты гуляешь? Я говорю, 2 раза, ну, минимум час. А они говорят, не, мы Люсю так не балуем. Мы гуляем, говорит, ну там минут 15-20. Ну, она уже взрослая собака, уже старенькая. Ой, главное, чтобы свет был. Я хочу пешкарусом идти. Свет есть, ура! Поеду на лифте. Поеду на лифте. Так что, девочки, вот так. Сейчас немножко передохну и вечером опять с Жориком пойду. Когда у вас есть щеночек, собачка, покой нам только снился. И это хорошо, особенно в теплую погоду. Но нам обещают, что будет на выходных будет похолодание, будет дождик. Надо еще раз посмотреть, насколько похолодание. Сейчас Жорка меня будет встречать. Ты меня встречаешь? Привет, привет. Но я тебе не предлагаю пока гулять, попозже, хорошо? Попозже. Девочки, мальчики, в конце дня ловите от меня букетик. Ловите скорее, скорее, скорее. Всем мирного, тихого вечера, мирной, тихой ночи. Я уже, знаете, я уже несколько дней хожу с этим фаленопсисом, любуюсь на него. Он прям такой рыжик, такой позитивный. Немножечко ароматит, вкусненько так. Ну вообще, он суперский. Чем-то напоминает мне моего Жорика, рыжика. В общем, всем огромный привет. Всем наилучшие от меня пожелания. Мирного неба, крепкого здоровья и благополучия. Девочки, мальчики, спасибо вам за лайки, за подписки. Ждем вас на канале. Забегайте на огонек. Милости просим. Все. У кого впереди выходные, у нас у всех впереди выходные. Нам всем хорошо провести выходные. Дело в том, что уже тепло. И, возможно, если у вас есть такая возможность поехать в лес, к морю, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Все, всех обняла. Пока-пока.